Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим паску. Если вам нравится называть эту выпечку кулич, то это ваше право, но для меня это пасхальный хлеб, поэтому готовим мы именно паску. А также я расскажу вам, как приготовить самую вкусную глазурь, которая не трескается, не липнет к рукам. В общем, для меня она самая идеальная. Прежде чем я расскажу подробности, не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите на экране, а также вы найдете такой же список в описании под этим видео. Приготовление мы начнем с опары. Эти ингредиенты указаны из общего количества ингредиентов, которые я уже ранее вам показала. Итак, из общего количества муки берем 2 столовые ложки. Добавляем сухие дрожжи и отправляем в теплое молоко. Тщательно все перемешиваем и от общего количества сахара добавляем 2 столовые ложки. И снова все перемешиваем. Добавляю еще 2 столовые ложки и снова перемешиваю, чтобы не было комочков. Теперь я добавляю еще 1 ложку муки. Итого у нас уйдет 5 столовых ложек муки на опару от общего количества муки. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30 минут. Теперь займемся сухофруктами. Здесь у меня клюква и изюм. Вы можете брать любые сухофрукты, которые вам нравятся. Заливаем кипятком и оставляем на полчаса, пока подходит опара. Затем сливаем воду и выкладываем их на бумажное полотенце. Затем накрываем снова бумажным полотенцем, чтобы вся лишняя жидкость хорошо впиталась. И отставляем в сторону до надобности. Теперь взбиваем яйца до крепкой пены. Постепенно добавляем весь сахар. Добавляем частями для того, чтобы сахар хорошо растворился и не было такого неприятного похрустывания. И взбиваем до плотного кремообразного состояния. Масса будет чем-то похожа на бисквитное тесто. Если вы готовили бисквит, вы знаете, как выглядят взбитые яйца. Теперь добавляем ванильную пасту. У меня вот такая обычная паста в тюбике. Если у вас нету такой пасты или любой, то можете просто добавить ванильный сахар, перемешанный с сахаром на начальном этапе. Теперь добавляем сметану и снова все перемешиваем. Сметану берем жирностью от 20%. Также добавляем остывшее растопленное сливочное масло и снова хорошо все перемешиваем. И посмотрите, какая красивая сливочная масса у нас получилась. Отставляем ее в сторону и возвращаемся к нашим сухофруктам. Вся лишняя жидкость уже впиталась. И перекладываем теперь наш изюм с клюквой в отдельную мисочку. Добавляем цедру. У меня готовая покупная цедра лимона, но вы можете просто натереть лимон на терке, и у вас тоже получится отличная ароматная цедра. Снова отставляем в сторону и возвращаемся к нашей опаре. Посмотрите, какая красивая опара получилась, и тут сразу понятно, что дрожжи хорошо сработали, и можно дальше переходить к процессу приготовления нашей паски. Если дрожжи у вас не подошли, то рекомендую вам замесить новую опару, чтобы вы были уверены в качестве своих дрожжей. Теперь опару перекладываем в чашу миксера, отправляем туда же яйца, взбитые с маслом, слегка перемешиваем и отправляем в чашу миксера все наши сухофрукты и снова перемешиваем. Насадку я сразу одела крюк, лопатка или венчик не подойдут. Теперь частями добавляем муки. Сильно не спешите, дайте время муке хорошо перемешаться с тестом. Так тесто получится однородным и очень эластичным. Вы можете замешивать тесто руками, но это будет очень длительный процесс, поэтому все-таки рекомендую воспользоваться планетарным миксером. Хотя раньше все хозяюшки готовили паски именно руками, и все у них прекрасно получалось. Посмотрите, как выглядит тесто. Теперь добавляем растительное масло и снова на минимальных оборотах
Продолжаем замешивать тесто. Не рекомендую вам добавлять слишком много муки. Посмотрите внимательно на консистенцию моего теста. Оно так и должно выглядеть. Забивать мукой тесто не нужно, иначе паски получатся тяжелые, такие совершенно невоздушные и невкусные. Поэтому не нужно этого делать. Теперь вымешиваем руками. Нам нужно слегка обмять все тесто. И накрываем его полотенцем и отправляем в теплое место на 1,5 часа. Пока подходит тесто, я займусь приготовлением формочек. К сожалению, у меня нет специальных форм для выпечки пасок. Я нахожусь не в Украине сейчас, и найти здесь формы довольно сложно, но я не особо-то искала, потому что мне много не нужно пасок, и я с легкостью могу приготовить формы сама. Для этого мне понадобятся вот такие небольшие разъемные формочки, либо неразъемные, круглые, а также лист пергамента. Я просто вырезаю лист пергамента, склеиваю сливочным маслом половинки и делаю такой импровизированный бортик. И вот что у нас в итоге должно получиться. И вы только посмотрите, какое красивое тесто у нас получилось. Оно очень хорошо подошло, стало более плотное, не сильно липнет к рукам. И если бы вы добавили больше муки, оно бы стало очень тяжелым. А так оно живое, приятное и очень воздушное. Смазываем руки растительным маслом и выкладываем в подготовленные формочки. У меня всего две формы, одна очень маленькая, вторая довольно большая, диаметр формы 16 сантиметров. И тесто я кладу на половину формы. Так как тесто еще хорошо подойдет, больше добавлять его не нужно. И смазанными маслом руками аккуратно выкладываем в формочки. Эта форма у меня довольно большая, паска получится тоже высокая, большая. Но, конечно же, вы можете разделить это тесто на свое количество формочек, либо же приготовить двойную порцию. Итак, я раскладываю тесто по формочкам. И теперь накрываю полотенцем и оставляю буквально на 20 минут, чтобы тесто немножко поднялось. Тем временем я уже разогрела духовку до 200 градусов. И сейчас будем готовить наши пасочки к выпечке. У меня получились слишком высокие бортики, я лишнее срезаю для того, чтобы он не подгорал в духовке. Но, конечно, вы этот момент можете упустить, но у кого нет формочек, такие лайфхаки будут вам полезны. Итак, духовку я разогрела до 200 градусов, но как только я поставлю формочки в духовку, температуру я опускаю до 150 градусов и буду выпекать 40 минут маленькую пасочку и час большую. И посмотрите, какая красота у нас получилась. Форма и паска еще очень горячие, поэтому осторожно вынимаем пасочку и выкладываем ее на решетку до полного остывания. Это выглядит очень красиво, а аромат просто невероятный. Большая пасочка тоже уже готова. Давайте посмотрим, что там у нас получилось. Проверяем серединку деревянной шпажкой. Пасочка полностью готова. Сырого теста нет, значит, мы все сделали правильно. Достаем пасочку, убираем бортики и точно так же даем нашей пасочке остыть. Получилась просто невероятная красота, мне очень нравится. Теперь давайте перейдем к нашей самой вкусной глазури. Я буду использовать апельсиновый сок и сахарную пудру. Все, никакого сырого белка, желатина и прочих ингредиентов. Что нужно для глазури? Мы просто смешиваем апельсиновый сок и сахарную пудру. Консистенцию глазури вы можете регулировать самостоятельно. Мне нравится более густая. Если вам нравятся легкие потеки, то можете добавлять меньше сахарной пудры. Сначала вам покажется, что слишком много комочков, но
В процессе перемешивания вы увидите, какой однородной становится глазурь. Я добавляю оставшуюся сахарную пудру и снова хорошо перемешиваю. Должна получиться очень густая, тягучая масса. И сразу хочу сказать, что вы подготовили весь декор для вашей пасочки, потому что глазурь застывает мгновенно. У вас просто не будет времени подумать над тем, как вы хотите ее украсить. Сразу говорю, все готовим заранее и очень быстро покрываем пасочки. Это количество глазури у меня было на одну большую пасочку. Соответственно, если вы хотите сделать много пасок и украсите их такой глазурью, то готовьте в несколько раз больше. Очень быстро покрываю остывшую пасочку. Некоторые любят еще смазывать по бокам, но я обойдусь только верхушкой. Выглядит это очень аппетитно. Глазурь сама по себе вкусная, апельсиновая. Дети такую глазурь просто обожают. И я уже вижу, как схватывается глазурь, поэтому уже приготовила сушеные апельсинчики, которые я, кстати, тоже приготовила сама. И украшаем так, как вам нравится. Я еще использую вот такие шоколадные палочки. Мне нравятся они как раз для декора. И рубленную фисташку. И как вы уже видите, фисташки не очень хорошо фиксируются, так как глазурь успела застыть, пока я рассказывала вам, как ее украсить. Смотрите, прошло буквально 3 минуты, и вот она абсолютно не прилипает к рукам. Вот такая красота у нас получилась. Смотрится очень празднично, безумно красиво. Эта глазурь всегда вызывала фурор у всех наших гостей. Так что рекомендую вам попробовать именно эту глазурь. А теперь давайте посмотрим, какая же наша пасочка внутри. И это очень красиво, пахнет невероятно. Паска получилась мягкая, но в то же время влажная. Это не сухая. Я знаю, кто-то любит сухие паски, но мне нравятся именно такие влажные, сдобные паски, очень мягкие. В общем, уверена, этот рецепт понравится многим. И еще хотела сказать, что это идеальный рецепт для тех, кто никогда не пек паски, кто ищет свой какой-нибудь легкий, простой, но вкусный рецепт, который всегда получается. Вот он, вы его нашли, я вас поздравляю. Тесту не нужно давать 3 раза подойти, потом не нужно его опускать, все довольно просто, настолько просто, как это может быть с выпечкой паски. Поэтому пробуйте, обязательно расскажите мне, что у вас получилось, чем возникли сложности, получилась ли у вас глазурь, если что-то вам не подошло или не получилось, я обязательно помогу и подскажу, что можно исправить. И я еще хотела вам напомнить, что видео на моем канале выходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, если вы смотрите мои видео впервые. И если у вас есть какие-то пожелания по следующим моим видео, то тоже напишите мне, я посмотрю, что можно с этим придумать. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!